Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали. Вы думали, мемы берутся из ниоткуда? А нет, у всех великих идей есть свои прародители. Вот и сегодня всем известный ждун ждет нашего мозгового штурма. Встречайте прототип смешных смайликов северного морского слона, который живет, здравствует и устраивает кровавые бойни на обоих полушариях нашей планеты. Род настоящих тюленей-ждунов насчитывает два вида – северный и южный. Первый забрал себе западное побережье Северной Америки, а второй – Антарктику. Эти два брата-акробата похожи почти во всем. Но сегодня мы поговорим об обитателе сурового севера, потому что про южного морского слона и так очень часто пишут, обделяя вниманием северного. Кстати, северные морские слоны меньше, чем южные. Их родичи с Антарктики достигают 4,5 тонн веса. Взрослый же северный ждун обычно достигает 6 метров в длину и весит всего-то каких-то 3 тонны. У самок габариты не столь впечатляющие. Их вес колеблется от 400 до 900 килограммов. Но даже с такими параметрами они не уступают в весе взрослым самцам белых медведей. Еще одно не менее яркое отличие самцов от самок – наличие хобота. Он есть только у самцов, поэтому знаменитый ждун исключительно мужского пола. Большую часть времени животинки путешествуют по северным морям в полном одиночестве, отъедаясь на диете из морепродуктов. За рыбой и кальмарами морские слоны ныряют аж на 2, внимание, километра. Это одни из самых глубоко ныряющих, млекопитающих в мире. Секрет их дайверского навыка заключается в том, что они снижают активность внутренних процессов, чтобы расходовать меньше кислорода, растворенного в крови. А крови в телесах морских слонов много, и убедиться в этом можно на их лежбищах, посвященных кровавому таинству размножения. В феврале, когда приходит пора продолжить свой род, слоны выбираются на сушу, превращая тихие берега в место нескончаемых побоищ. Все сообщество этих животных пропитано неимоверной жестокостью. За время брачного сезона и самки, и самцы теряют почти половину своего веса. В период размножения они не едят и не пьют. Самцы занимаются драками и спариванием, а самки и детеныши пытаются выжить в этой мясорубке. Одуревшие от возбуждения слоны, завывая и хрипя от ярости, сталкиваются с разбега, уродуя друг друга настолько, что по рисунку из шрамов на груди опытный зоолог может определить возраст самца. Кто-то платит за право продолжить род здоровьем, а кто-то жизнью. Зато победителю достается целый пляж из 20-50 самочек. В общем, становится понятным, за что так мучаются наши сумоисты. Однако оставаться альфа-ждуном продолжительный период времени невозможно, ибо постоянные битвы не на жизнь, а на смерть изматывают организм в хлам. Побороться же за свой собственный гарем самцы могут лишь с 8 лет. До этого возраста они лишь мальчишки для тренировок более опытных бойцов. Юнцы получают от матерых самцов по поводу и без. Им остается только ждать. Дожить и дождаться своего триумфа молодняку помогает тонкий слух. Как и у сухопутного слона, у нашего тюленя уникальная память. Морской слон прекрасно запоминает ритмику голосов своих соплеменников. Получив трепку от старшаков, молодой самец навсегда запоминает его голос и унесет свою немаленькую тушу как можно дальше, только заслышав его рев снова. А некоторые, особенно наглые, молодые самцы, пока старики-сумоисты заняты разборками друг с другом, на свой страх и риск спариваются по-тихому с самочками.
Правда, если Дон Жуана застукают, то, скорее всего, прибьют на месте. А что там со слонихами? Может быть, жизнь женского пола морских слонов хоть чуточку лучше? Не тут-то было. Сумаисты-чемпионы устанавливают на своих территориях жесткую власть в лучших традициях тоталитаризма. Самочка не имеет права уйти в другой гарем. Самец жестко накажет или даже убьет беглянку. Несчастная рабыня ждуна даже не может сказать «нет», если она не желает спариваться. Слонопотам просто-напросто придавит ее своим весом, ведь ему на это пофиг, у него еще целый пляж девчонок. Даже детеныши становятся жертвами полоумных гигантов. Дело в том, что мамаши рожают малышей, зачатых годом ранее, именно в разгар сражений за территории. Морской слоненок весит всего 90 килограмм и находится в самом эпицентре титанических боев. Естественно, безумные самцы не будут обращать внимания, если случайно на него упадут. Это основная причина того, что детеныши очень часто не выживают. За слонятами самочки ухаживают обычно 3-4 недели, после чего они снова готовы к соитию с тиранами. Кончается кровавое месиво спустя 2-3 месяца. В апреле-мае животные вновь отправляются в море нагуливать жирок, но пройдет 8 месяцев, и слоны вернутся на сушу, чтобы вновь окропить берега багровыми реками. Понять с логической точки зрения такое ультранасилие сложно, но можно. Морские слоны идут к успеху долгие годы и добиваются собственного гарема потом и кровью. Право на размножение в слонячьем обществе получают лишь сильнейшие, поэтому большая часть самцов и вовсе остаются на всю жизнь, ни разу не попробовавшими женского тепла. Так что спартакам-сумаистам ничего не остается, кроме как держать окружающих в вечном страхе, в надежде как можно дольше удержать свой пляж, своих девчонок и свой статус. Кто же является естественным врагом для этих монстров? На морских слонов могут охотиться бабушки-касатки, а они справляются даже со взрослыми самцами, но предпочитают нападать на молодняк. Для детенышей и небольших самок также могут быть опасны очень крупные акулы, которые нападают из засады и парализуют их укусами за конечности, после чего ждут иногда по несколько часов, пока жертва истечет кровью и утонет, ослабляя ее дополнительными атаками. Следы от зубов акул были обнаружены даже на телах взрослых самцов, но случаев удачных нападений акул на столь крупных животных до сих пор неизвестно. Ищите ролики про белую акулу и касаток в плейлисте «Морские обитатели». Раньше морских слонов истребляли ради жира, но сегодня, в период моды на ЗОЖ, им уже ничего не грозит, и они не собираются вымирать, несмотря на свои постоянные кровавые спарринги. А как вы думаете, такая жестокая система управления, похожая на наш классический пример тирании в нашем обезьяньем обществе? Пишите свое мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху, приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много чего интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!